Ну, люди не понимают, чтобы заработать на YouTube, это нужно тратить на него 16 часов в сутки. Да, вы угадали. Это Астон Мартин. На тот момент я, наверное, за месяц обогнал всех, кто был на YouTube в этой теме. В некоторых кругах меня там уже короновали. Вместе с ростом канала и самому приходится развиваться. Ну а 3 года держать одну и ту же планку, я не знаю, кто ее столько держал, наверное, только Пугачева. Так похвалим себя. Профессий на самом деле у меня много, но как бы на данный момент я сейчас занимаюсь покрасками автомобилей, да? То есть здесь я снимаю на видео, как человек, не имеющий совершенно опыта, средств, может покрасить машину. Как-никак качественно у вас получится или некачественно, но чтобы это было более грамотно, то есть посмотрев мои видео, вы вполне сможете это сделать сами. Блог вообще чисто случайно получилось завести. Я снимал какие-то видео на телефон. Мне Шурин выложил на YouTube. На YouTube он вообще не умел пользоваться. Где-то я понял, что где-то в интернете видео лежит и все. Потом как-то он сказал, а что ты на письма не отвечаешь? Я говорю, какие письма, не пойму. Он говорит, ну там в YouTube тебе пишут письма. Залезли, а там что-то около 700 писем уже было. И люди просят, а покажите то, а как это, а как это. Я понял, что народу интересно, что им негде взять этой информации. И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. И сегодня будет очень интересная тема. Покраска мокрым по мокрому? Да! Такая ситуация уже происходит, что канал как бы вырос до того уровня, сейчас он в своей теме именно по покраске, он первый на ютубе, есть люди лучше снимают и грамотнее объясняют, да, но может быть у меня на канале притягивает то, что у меня идет полный контакт с людьми. Тогда уже имелось 3 канала, но они такие, чего мне в них не нравилось, люди очень высоко себя как-то ценили, да, строили из себя такого мастера, они какие-то были далекие, а я решил, думаю, ну, буду поближе к народу, буду общаться, такой свой небольшой домашний уголок создать. На тот момент я, наверное, за месяц обогнал всех, кто был на ютубе в этой теме, и то есть, до сих пор продолжаем это делать, пока удерживаем планку уже 4 года. Основное уже занятие, все время тратится именно на это, потому что на YouTube уходит примерно 14-16 часов в сутки. Утро начинается, я встаю, подхожу к компьютеру, отвечаю на вопросы, соцсетей очень много, если во всех сетях собрать письма, их получается около 1200 за сутки. Ну а после того уже, как ответил на письма, едем сюда в гараж, снимаем видео, одновременно что-то делаем, какой-то ремонт. Вечером прихожу, снова отвечаю на вопросы, монтирую видео, пока видео стоит на рендеринге, сохраняется. Снова отвечаю на вопросы. В 3 ночи я уже ложусь спать и встаю в 10 часов. Единственное, что в воскресенье это у меня день семьи, и в этот день я стараюсь вообще в YouTube не залазить, а посвятить это семье, детям, потому что хочется, чтобы дети детства могли вспомнить, где они были с папой, что они делали и кто такой вообще папа, чтобы хотя бы в лицо узнали. Работал какое-то время на автосервисах,
На автосервисах не понравилось мне работать. Технологии не соблюдаешь, там нужна скорость, нужно быстрее сделать машину. То есть, и эта скорость очень сильно влияла на качество. И поэтому со временем я быстренько от этого отошел. Больше всего люблю не саму работу, а глаза клиента, когда он тебя пригнал, допустим, разбитую машину, да, и его не было какой-то промежуток времени, и когда он приходит и видит ее уже покрашенную, отполированную, ну, вот этого чувства непередаваемо. Есть просто дни, когда ты устаешь действительно от работы, да, и тебе не хочется работать, но в такие дни обычно мы не выходим на работу, потому что если работать в таком настроении, это обязательно что-то испортишь, и порой работа, которую ты потратил 2 часа без настроения, ты исправляешь по 2-3 дня. Многие там придумают: ой, заболела там теща, еще что-то. Нет, если ты предупредишь клиента, скажешь ему честно, что тупо я не хочу работать, сегодня у меня нету настроения. Хочешь испортить машину? Я буду работать. Он: нет, все, отдыхай, давай. То есть, когда вы взаимно доверяете, это всегда хорошо. Ну, вообще я очень позитивный человек, да, и я всегда верю в лучшее. С первой семьей, когда я жил, я тогда развелся. Состояние у меня было не очень хорошее, подавленное. Были нелегкие у меня минуты. Было время, когда я поддавался, то есть выпивал, да. Я уже приехал, чтобы поближе быть к родным. Ну, а здесь уже нашел вторую семью, с которой сейчас очень счастлив, 2 дочки. Многие спрашивают: вот, дядя Олег, а вот вы жалеете, вот, что какую-то часть жизни вы пропили, да? Я говорю: нет, я не жалею, я рад тому, что у меня сейчас есть. И если бы что-то, хоть какое бы звено поменялось в прошлом, у меня бы не было бы этого будущего. Думаете, вот счастье, да, это какой-нибудь Lamborghini, ну да, это какой-то приятный момент, да. Счастье именно в спокойствии твоем душевном, а твое душевное спокойствие может принести только семья. И когда в семье все хорошо, ты можешь себя назвать счастливым человеком. Есть, конечно, мечты, но как бы я никогда не мечтал о чем-то несбыточном. То есть я всегда был реалистом. Может быть, поэтому у меня нету ни одной мечты, которая не сбылась. Я бы не отказался иметь яхту, машину Феррари, я бы это не отказался. Но я знаю, что я стремлюсь не к этому совершенно. Я стремлюсь до того, чтобы не потерять и удержать то, что у меня сейчас есть. А иногда люди в погоне за чем-то большим теряют то, что у них есть. В основном семьи. А это, как я говорил, самое дорогое. Многие говорят: дядя Леша, а что вот вы на Матизе ездите? Что вы там не купите себе? Вы жену человеку, вы там уже вроде как состоялись, это. Я говорю: ребята, а зачем мне это? В гараж на Range Rover ездить? Кому-то показать что-то? Купи ты Range Rover, да? Вот у него там 4,5-6 литров двигатель. Ты потом это заплати налог за них, а потом ты отремонтируй эту машину, а потом ты обслуживание делай этой машины. Бешеные бабки. А откуда эти бабки уходят? Из семьи. Ты лишний раз не купишь ребенку шоколадку, лишний раз еще что-то. Я считаю, это дурь.